К следующему вопросу вас просят прокомментировать заявление главы МВД США о том, что Америка может при необходимости организовать морскую блокаду России. Вот это к вопросу, вот он примыкает, я там до этого говорил о вопросе страновой элиты и изоляционисты и глобалисты в Соединенных Штатах. Этот вопрос примыкает туда. Вот. Единое целостное. Значит, о чем речь? Помните, как все измывались и изгалялись на Джейн Псаки? Ну, пожалуй, я единственный, кто ее защищал и говорил. Она не такая глупая по жизни-то, чтобы над ней так измываться. У нее другая проблема. Проблема полученного ею образования. Так вот, для того, чтобы глобальному предиктору не мешала страновая элита и не вылазила бы в процессы, которые не понимает, она должна обладать определенным уровнем знаний. И вот министр внутренних дел, а в Соединенных Штатах это он ведает там парками всякими, индейцами, их культурной идентичностью. Вот, то есть это не то, что в других государствах министр внутренних дел. Поэтому-то, кстати, у них есть Госдепартамент, а не Министерство иностранных дел. Вот. И Соединенные Штаты – это больше конфедерация, нежели федерация. Так вот, для них география – это лженаука. Вот помните, у Митрофан, это Недерсль, это Фанвизина, зачем географию учить? Извозчик и так довезет, куда скажут. Так вот, для них не только география лженаука, но у них и экономика, это как женщина, ее разве ж поймешь. Вот зачем возить нефтепродукты, газ на Ближний Восток из России? Ну, это знает только один министр иностранных дел, внутренних дел Соединенных Штатов. Потому что для него, газ, нефть, это Ближний Восток. Все, значит, Россия на чем живет? На том, что она поставляет газ и нефть. Вот оно, понятно, значит, она поставляет их на Ближний Восток. Все, у него замкнулось, у него понимания нет. То есть для них реальное знание это вообще отсутствует. Это сделано специально, но глобальщики на этом и подорвались немного. По той простой причине, что когда американская страновая элита, стремясь сохранить свое доминирующее положение паразита, высашивающего соки со всей планеты Земля, сопротивляются, они не понимают, что многими своими действиями они рубят сук, на котором сидят не только они, но и вся планета Земля. А это, кстати, между прочим, основа для того, чтобы глобальный предиктор договаривался с Россией, с Путиным. То есть, они даже не понимают о последствиях. Для них реально вот эти знания, это все лженаука, это все отсутствует, это все не о том. Вот как вообще для любого чиновника, вот представляете, это государственное управление. Они осуществляют надгосударственное управление странами и народами. Но он не понимает, как можно 1/6 часть планеты Земля организовать блокадой. Вот у них флота не хватит. У них сейчас состояние флота настолько катастрофическое, что из 11 авианосных ударных групп в походе всегда только 2. Если 3, то 3-я обязательно уже шлепает домой. Все, у них катастрофа там полная. Вот, выпустили они 11 этих авианосных групп. Но вы попробуйте Россию окружить. Вы вообще как собираетесь в Северный Ледовитый океан попасть? Вы блокаду собираетесь устроить. Он даже не понимает простую вещь, что основные потоки энергоносителей, газ и нефть, мы осуществляем по трубопроводам.
Он как блокаду вообще вот, но это реальный уровень компетенции, это знаний, профессионализм, это продукт американской системы образования. То, о чем мы говорили, когда говорили о целях глобального предиктора в отношении России. То есть там они уже добились этого. Все эти элиты не представляют никакой опасности для проведения управления, поэтому такая ненависть к России. Россия самостоятельная, в России сохранилось творчество, в России сохранилось знание. Так что здесь вот он сболтнул, не понимая, чего он сболтнул. А остальные просто не заметили и делают вид, что ну, так оно и должно быть. А на Западе многие лидеры так и не поняли. Ведь хозяин сказал, будем ориентироваться. Вот так вот. Ну, на Украине там вообще в восторге. Вот все, Запад завтра блокаду сделает. Ну, у кряклов, у этих сведомитов, у них это вообще... Про них-то что говорить? Они были, повторю, экономикой равной ФРГ. Но теперь они на уровне Бантустана. И они счастливы. Им не нужна та экономика, им не нужно то знание. Они счастливы сейчас, именно сейчас. У них есть враг, у них есть кумир Бандера и Мазепа, предатель, единственный кавалер ордена Иуды. Это их герои. Они счастливы. Вот хотенка, садочек, кабанчик. Вот предел их счастья. Ну еще, чтобы враг был, которого можно ненавидеть, иначе цели жизни нет. Причем хотенка всегда с краю. Да, хотенка всегда с краю.